Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз. Таро расклад на 10 дней, на декаду с 21 по 31 декабря. И наше видео называется «Узнай будущее». Давайте узнаем, каковы события ближайшего будущего, что войдет в вашу жизнь или что изменит ваши планы. Возможно, это какая-то прежняя история, и узнаем, к чему все идет, какие энергии будут преобладать. И у нас сегодня две колоды. Колода Ленорман, на которой мы достанем 4 карты, и колода Таро. В целом же планетарный период декабря, он может быть связан с транзитом Нептуна в знаке Рыбы. И с 7 на 8 произошел переход из ретро-движения в прямое движение. Но это не есть только одна какая-то дата, один пункт. Скорее всего, события могут продолжаться или могут быть прежде, за 2-3 недели до этого периода или после. Поэтому кто-то из вас, мои дорогие водолеи, уже мог столкнуться с какой-то новой реальностью, с какими-то новыми условиями, событиями, когда нужно себя адаптировать, организовывать по-новому. Или мы можем узнать еще какую-то новость, которая придет в нашу жизнь до конца года. И тоже это как, знаете, мы можем вдруг прозреть или понимать, что да, куда-то шли мы не туда, или думали мы как-то по-своему, а обстоятельства нас будут организовывать в какое-то одно русло, и нам придется это учитывать. У каждого своя какая-то составляющая. Ну, давайте узнаем, что думают карты. События ближайшего будущего. Какую историю нам раскроют Ленорман? События ближайшего времени. Дополним Таро. Первая карта – неожиданность. Пусть это будут приятные сюрпризы. С чем это будет связано? Вторая карта – в чем ваша сила, что вам идет в руки, в чем ваш успех или сама по себе сильная позиция, что у вас получится осуществить, может быть и так, или что вам помогает. По основным сферам жизни – дело, работа, бизнес, у кого-то учеба, у кого-то, может быть, и документы, энергии денег, смотрим на эти 10 дней, и личная жизнь. Достанем карту «Совет», которую откроем в самом конце. Итак, давайте узнаем, что же за события ближайшего будущего. А вы знаете, вы великие реалисты, мои дорогие водолеи. Эта карта как раз свидетельствует о том, что... почему я так говорю? В этой колоде есть две пары, мужчина и женщина. Так вот, одна пара, она такая... больше на уровне наших планов, желаний, чего-то такого, что «эх, сейчас совершу». А вторая пара, она в реальной жизни. Это какая-то конкретика. И вот у вас как раз выпадает карта женщины. Значит, мои дорогие девочки, это ваш какой-то план вы переложите на более реальные рельсы. Или у вас уже будет какая-то возможность что-то осуществить. Мои дорогие мужчины, это может быть какая-то важная женщина в вашей жизни. Кто угодно может быть, хоть и ваша мама, любимая женщина, супруга, руководитель, может, руководитель проекта. Но есть, вы не один или одна, а есть какая-то составляющая, которая для вас может быть прочувствована вот в эти 10 дней. Для вас же, мои дорогие девочки, это какая-то более чем когда-либо сильная позиция, когда вы прочувствуете, что, а ведь правда, передо мной сейчас открываются новые возможности. Вы как раз эти возможности и увидите. Вообще, это карта и оптимиста, и надежного человека. Вот такие энергии будут у вас, мои дорогие девочки, преобладать. Давайте откроем вторую карту. Луна. Конечно, Луна может говорить о том, что тепло домашнего очага вот всегда хорошо проигрывается. Или какие-то вопросы дома. Вопросы, связанные с родственниками. Может быть, родственники на расстоянии, такое тоже может быть. И, соответственно, что вы там планируете вместе, может быть, встречаться. По карте Луна в то же время нам говорят, да, есть наши желания и очертания, словно этих желаний, но пока какой-то конкретики нет. Так вот, мои дорогие девочки, у вас больше будет реализма. Я не хочу обидеть ни в коей мере мужчин, а вот мужчины как раз могут, особенно для тех, кто один, например, вы можете прочувствовать, что нет, мне именно хочется быть в паре. Вот для кого-то
желание тепла, домашнего уюта, комфортно, душевного взаимопонимания, какого-то контакта без слов на уровне чувств, на уровне того, что, ну, знаете, как единение двух душ в одно. Когда мы понимаем друг друга, не то что с полуслова, а с полувзгляда. Вы просто вот эти энергии можете прочувствовать на интуитивном уровне, насколько для вас это важно. Для кого-то из вас эта карта будет еще говорить о том, что вообще мы никуда не торопимся. Не торопимся, я имею в виду, когда выпадает аркан Луна, нужно буквально избегать толпы. Поэтому если даже наша жизнь не бывает полностью предсказуема, и если вы, мои дорогие водолеи, это ко всем относится, хоть к девочкам, хоть к мужчинам. Если жизненные события так сложились, что вы оказываетесь в большом скоплении людей, то вам как будто в другую сторону. Есть такое значение «меня несет толпа». А для вас, для всех все же нужно быть реалистом. Для вас нужно постоянно контролировать какой-то момент, понимать, что происходит. Это какой-то, ну, если мы говорим о психологии, возьмите уровень осознанности, когда мы понимаем, что мы хотим осуществить, раз, и что происходит каждый момент вокруг нас, два. Мы умеем соединить в единое целое вот эти две составляющие. Наверное, в эти 10 дней для вас будет важно. То есть да, мечты, наши планы — это все прекрасно, но все же есть то, что вы не должны упустить, то, что находится в реальной жизни, или кто вас окружает, или какая обстановка сейчас сложилась на данный момент. Давайте откроем еще одну карту. Может быть, посмотрите, прекрасная карта, карта собака. У кого-то будет проигрываться, ну, как вы пересматриваете в целом, может быть, ваш социум, круг друзей, может быть, и ближайшее окружение. Есть как будто один друг, есть человек, как минимум, пусть один даже. Но в наше сложное время это более чем достаточно, на кого мы можем опереться, кто принимает нас такими, какими мы есть, не пытается нас перестроить под свое удобство или на свой лад. Вот есть в вашем окружении такой человек, или, по крайней мере, вам судьба может такого послать. Правда? Я ведь даже не исключаю, что какое-то знакомство у вас может произойти вот уходящие дни года. Для вас может сложиться такая ситуация, когда вам кто-то может прийти на помощь. В тех случаях, когда вы не знаете, как решить какой-то вопрос или проблему по аркану Луна. Есть и такой момент, когда вы задумаетесь о переводе ваших отношений на более серьезный уровень. И такое тоже может проиграться. Но в любом случае, если мы говорим, это карта конкретного человека или какой-то конкретики реальности в целом для всех вас, а это карта надежных друзей, людей, с которыми мы взаимодействуем. Вот, видимо, сузится как будто круг либо вашего общения, либо ваши контакты, или для вас по какой-то причине это будет важно. Может быть, кто-то из вас буквально, ну, даже отпуск, к примеру, кто-то берет, или какие-то дни, выходные, вот на предстоящие праздники, когда вы оказываетесь в лоне семьи или друзей, и вот ваш социум, такой узкий социум, вам дает возможность и сделать своеобразную перезагрузку, что-то прояснить, или какие-то контакты уже, или вопросы вы будете обсуждать именно с теми людьми, которые проверены, надежны, или свою проблему, и человек вам может свою какую-то вопрос, проблему говорить. Но все то, что надежно, все то, что искренне, все то, что присутствует на самом деле в нашей реальной жизни, это как основная точка отсчета на будущее. А те планы, которые мы еще пока строим, опять же, вы будете реально продумывать, насколько это осуществимо. Все с позиции того, что есть в нашей реальной жизни. Для кого-то это будет совершенно необходимо. Почему? Потому что выпадает аркан леса, и мы не должны себе навредить. Вот, кстати, вверху аркан Луна, поэтому все то, что я сказала, как меня несет толпа, или избегайте скопления людей. Для вас это будет важно. Для вас, вот, наверное, быть осознанным, как я уже пояснила, что это означает,
будет архи даже важно. Почему? Выпадает аркан леса и вверху опять же луна. Мы можем трактовать эти две карты, что, может быть, прежде были какие-то люди, которые для вас словно тень на плетень. Вот есть такая фраза в русском языке, наводили. И мы могли где-то поддаться на чьи-то уговоры или видеть просто ситуацию, обстоятельства как-то однобоко. Вот есть такой момент. А теперь вы можете как раз в эти 10 дней столкнуться с тем, что ах ты, реальность-то она какая-то другая, и мне нужно себя несколько перестроить. Может быть, это вы узнаете какую-то тайну или что-то узнаете о человеке, а, опять же, из разряда того, что скрывалось, и вы пересмотрите отношение к какому-то человеку. И здесь может быть пересмотр отношений как и со знаком плюс, а также может быть со знаком минус. В целом пересмотр социума — это точно основная задача 10 дней. Это не то, что мы специально сели и вот раздумываем. Нет, но вот, видимо, на протяжении последних дней уходящего года вы будете подобного рода вопросы себе задавать не единожды. Какая-то перезагрузка у вас уже происходит. Давайте узнаем, что же в неожиданностях, как карты видят. Конечно, перезагрузка, на кону ваше солнце. Солнце — это карта счастья, радости, победы. Это новые начинания, это новые возможности. Плюс к тому, это карта выбора правильного направления. И это правильное направление, его можно измерить временем, буквально 6-8, ну, может быть, 9 месяцев последующие. Вы будете заниматься именно тем, что определите себе в конце вот этих 10 дней уходящего года. С чем вы определитесь, что вы для себя поставите в приоритет или кого, если мы говорим про отношения, про ваши контакты. Может быть, это ваше творчество, может быть, это ваше дело, может быть, и куда-то далекий переезд или какая-то поездка, когда для вас просто необходимо и быть реалистом, и быть вот таким осознанным, внимательным человеком, сохраняя критическое мышление. Критическое мышление — это когда мы все пунктуально подмечаем, когда мы где-то не расслабляемся, мои дорогие водолеи. Вот такой период. Но на кону ваше солнце. И это не есть какой-то очень узкий фарватер, только 10 дней, потому что в неожиданностях как раз возможности перед вами открываются. Или то, чем вы будете заниматься в последующие, как я сказала, минимум полгода, но это для вас как перезагрузка всей вашей жизни, к счастью, к радости, к новым победам. В чем ваша сила? Принцесса чаш. У кого-то это карта любящего человека, и у кого-то в чем ваша сила. Вы притягательные, можете быть для противоположного пола, какие-то контакты. Вообще это в чем ваша сила? Позитивное мышление в первую очередь, хорошее настроение, в этом ваша сила. Умение видеть ситуацию не однобоко, а вот как-то с разных ракурсов. Вот как вы умеете, наверное, иррационально. Ваша сила в том, что отстроить, может быть, какие-то отношения по части личной жизни или по части дружбы. Продолжение, вот чего-то должно следовать, это совершенно точно. Есть и люди, на кого вы можете опереться, есть и то, что, может быть, по части вашей работы, бизнеса, вашего творчества или ваших планов тоже должно быть продолжено. Но все же, принцесса чаш, реальный человек, и поэтому какие-то контакты, которые для вас приносят радость, вдохновение, какая-то добрая дружба, кого вы рады видеть, или те люди, которые не заставляют нас чувствовать хмурыми, кислыми, или, знаете, наваливают на нашу голову какие-то проблемы. А нет, вот как раз для вас ваша сила в контактах с более надежными и одновременно позитивными людьми. Ну вот как-то так. Давайте откроем карту дела, работа, бизнес. Какая-то история, она не может решиться очень быстро. Может быть, это и вы понимаете, смотря что вы там себе задумали. Может быть, еще и такой момент, когда вы хотели осуществить какое-то дело. Все же это старший аркан. И на осуществление влияют внешние события. Вы можете узнать, возможно, в эти 10 дней о каких-то новых нюансах, которые нужно будет принять или как-то с ними по-новому взаимодействовать.
С одной стороны, какое-то дело, вопрос, тема может встать у вас на паузу, или вы сами можете поставить на паузу. Почему? Потому что, опять же, получаете какую-то новость, или вы уже получили к этому периоду, но еще пока не определились, что я буду делать. Вот вы что будете делать? Потому что каких-то тысячи неопределенностей. Аркан Луна как раз об этом и будет говорить. Но обратите внимание, солнечные лучи падают на землю, и там, где они упали, уже проталено, цветут цветы. Поэтому от чего-то нового вы точно не должны отказаться, от какого-то своего проекта. Путь к Солнцу, он должен быть продолжен. Даже если сейчас вы не видите в чем-то выхода, или даже если какая-то история у вас словно притормаживается, мои дорогие. Хотя я должна сказать, ведь человек этот сам подвесил себя для того, чтобы увидеть как возможность иррационального. Ну, наверное, вспомнить хочется слова Эйнштейна: воображение важнее знаний. Не случайно он, наверное, сказал об этом. Он же говорил, что и мысль наша материальна, поэтому позитивные мысли или те люди, которые как раз вас вдохновляют, это очень важная составляющая вашей жизни в эти 10 дней. Хотя пусть даже это мы не можем измерить словом «цена», но зато мы это можем измерить со словом «ценности», что-то более духовно важное. Или те контакты с людьми, которые вас как раз окрыляют, может быть, буквально и так. И вера в собственные силы вам позволяет решить любую проблему. И я могу сказать, что вот-вот, посмотрите, на кону ваше солнце. И для кого-то из вас будут уже предпосылки к тому, что вот эта перевернутая, словно замороженная ситуация, она вот-вот решится. Или она решается в эти 10 дней, или она решится сразу же с началом 2025 года. Деньги. Еще один старший аркан. Да вы во власти высших сил, правда, мои дорогие водолеи. Не случайно Плутон в вашем знаке зодиака – это карта свободы, освобождения от какого-то груза забот, от каких-то предубеждений, кстати. А вот где-то повешено это предубеждение мы рассматриваем с другого ракурса, опять же, чтобы вот эти предубеждения, шаблоны, паттерны, они нас не держали в каких-то рамках. И вот эти рамки рушатся. И по деньгам тут тоже новые возможности заработка, колесо фортуны. Сама фортуна, словно приходит в ваши руки, буквально вот этот штурвал, колесо, и вы чего-то не можете отложить на потом, по части денег тоже. Может быть, это все вместе взаимосвязано, ваши планы на будущее, или какие-то смены по работе, по переезду, по месту жительства, по оформлению и одновременно по финансам. Это все как единое целое. И начиная вот этот клубок потихонечку так вот разруливать, у вас все остальные, пусть даже с чего-то одного вы начинаете, остальные сферы жизни выстроятся, мои дорогие водолеи, в какую-то красивую канву. Самое главное, ну, где-то постепенно выходить вот из этой паузы. И здесь, раз выпадает аркан повешенный, правильно оценить, что есть ожидание. Либо это пустое ожидание, когда мы ничего не делаем, ну и просто ждем, что вот оно произойдет само. Или это когда мы все-таки прилагаем усилия, но понимаем, к примеру, по документам, мы смотрим с вами на дела, на документы, на учебу. У кого-то может проиграться, что, ну, завалил экзамен, например, прежде, и теперь нет возможности его пересдать. Поверьте, пересдадите в 2025 году и сделайте это прекрасно. Очень останетесь довольны. Но какие-то сроки, например, вы можете уже закладывать теперь. Или по срокам что-то можете для себя прояснять уже в эти 10 дней. Точно так же вы можете, и мы где-то ожидаем, как и Нептун, так и Уран, ваша планета-управитель, она находится в знаке зодиака Телец. А Телец у нас связан с нашим благополучием. Это влияет на все абсолютно знаки зодиака. И Уран в ретро-движении по конец января. Поэтому как будто какая-то концепция прошлого должна быть завершена красиво. Или в чем-то должно быть, что-то должно быть расставлено тоже красиво по местам. Потому что Уран останется в Тельце, но перейдет в директное прямое движение февраль-март. И там словно ускорится какой-то процесс.
И вот это колесо фортуны к вам буквально идет в руки по части финансов, новые возможности заработка или, может быть, совершенно другая концепция зарабатывания денег посредством каких-то новых систем расчета или цифровых технологий. Вот что-то такое, откуда к вам приходят деньги, вы будете пересматривать. И это именно вам идет в руки, потому что колесо фортуны сейчас, этот штурвал судьбы находится в ваших руках. Но с чем-то определиться вы должны именно теперь. Потому что когда выпадает карта колеса фортуны, мы чего-то не можем оставить или отложить на потом. Или надеяться на его величество случай. Потому что мы отдаем нашу судьбу на волю случая. А здесь нет. Случай мы, конечно, не отменим, но быть наготове определенно стоит. Вообще же в этой карте, эта карта как бы предвещает какие-то наши успехи или добрые события. И у вас это на финансы. Личная жизнь, туз чаш, эмпатия, радость, любовь, благополучие, комплименты, подарки. Ну, все самое светлое, прекрасное. И для тех, кто в паре, конечно, это доброе времяпрепровождение, добрый период. Для тех, кто один или одна, не отказывайтесь от каких-то контактов. Вы и правда можете познакомиться с человеком как и в 10 дней уходящего года, так и, может быть, в самом начале 2025. Тут сама судьба пытается вашу жизнь словно к свету, к счастью направить. Поэтому и вы выйдете в судьбе навстречу, мои дорогие водолеи. Прекрасный расклад. Давайте, что как совет? Девятка жезлов. Карта говорит о сильной позиции. И карта это ваших сил более чем достаточно. Но о чем нужно подумать, как их распределить. И два направления всегда по этой карте. Первое, мы чего-то не должны упустить. И второе, мы не должны себе навредить. Мы не должны упустить какую-то возможность, вот это самое солнце. И мы не должны себе навредить, находясь либо буквально в толпе, либо в какой-то ситуации непроясненной. Не стоит собой рисковать. Поэтому как будто вы уже, мои дорогие водолеи, что-то сделали прежде очень правильно и хорошо. Поэтому некоторые события продолжат развиваться, и вы словно будете получать плоды труда своего. Вы получите какие-то бонусы вот в эти 10 дней. Что-то вас будет и радовать, ну и буквально, может быть, по части, ну, как каких-то подарков, получения денег. Здесь тоже вы получаете. Но, опять же, со всем этим нужно понимать, что делать дальше. Невозможно жить одним моментом, вот об этом нам говорят все карты, потому что, опять же, на кону ваше солнце. Давайте я немножко дополню. Мы спросим у карт Таро, в каких энергиях вы входите в 2025 год. Что это может для вас означать или чему уделить внимание? Вы сдаете буквально жизненный экзамен. Ну, кто-то экзамен будет и пересдавать, я могу такое тоже вполне допустить. Или пусть даже если прежде какая-то попытка была, ну, такая не очень, и последовала пауза, но все-таки вы этот экзамен сдаете, кто-то буквально, а кто-то это ваша жизнь, как перезагрузка на пути к солнцу, и вам тоже придется пересмотреть свою стратегию, тактику, потому что впереди, как и мир, наверное, он продолжит меняться, это мы не отменим, но и мы себя как отождествляем, не просто что-то само по себе разумеющееся, а как единение с миром, единение с теми возможностями, которые перед нами открываются или которые открывает перед вами судьба. Мыслить совершенно по-новому, может быть, закрыть какую-то разочаровывающую ситуацию вам определенно стоит, это правда, чтобы вот это прошлое, как леса, или какие-то предательства, или какие-то грустные события, они остались в прошлом. Какая-то замороженная, подвисшая ситуация тоже осталась позади. Повторяюсь в очередной раз. Ваш путь к солнцу. И это в неожиданностях. Это для вас полный прогресс, полный вперед, мои дорогие водолеи. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.